Это довольно занятная история, которая могла бы закончиться очень печально. Не помню, насколько сильно ее освещали в СМИ. Вбив некоторые фразы по теме в поисковик, я ничего особенного не нашел. Есть только несколько статей исторической направленности. Да, спустя какое-то время новости, образуя собой единую картину, становятся историческими заметками. Ведь были времена, когда, скажем, отречение трона Николая II – это была новость. Еще и какая? Сенсация. А теперь мы рассматриваем событие, обсуждаем его только в историческом аспекте, но не будем отдаляться от темы. Честно говоря, не знаю, как там машинисты поездов называют свои поездки. Наверное, как и все, рейсами. Я расскажу о том, что началось в ночь на 11 января 2004 года в локомотивном депо «Волховстрой». В то время из указанного депо в рейс должен был отправиться грузовой железнодорожный состав. Бригада должна была состоять из 2 человек – машинист Эдуард Горчаков и помощник машиниста Александр Абдурахманов. В 11 часов вечера эти двое должны были явиться в депо и отправиться в рейс. Обычное дело. Однако на рабочем месте в указанное время оказался только помощник машиниста Абдурахманов. Горчакова не было, а время уже близилось к полуночи. За Горчаковым отправили машину, и он явился в депо в 15 минут первого. Машинист заявил, что проспал. Никто этому не придал значения. Ситуация была неприятная, но ее можно было исправить. Дежурный по депо Цветков был человеком неопытным, но кое-что соображал. Он не хотел, чтобы у бригады были неприятности. Об инциденте никуда не сообщали. Бригада отправилась к железнодорожному составу, которым им предстояло управлять. При этом из-за спешки не был надлежащим образом проведен медицинский осмотр машиниста и его помощника. Впрочем, фельдшер убедилась, что алкоголя в крови членов бригады нет, не померила давление. Но забегая вперед, отмечу, что это была не такая уж серьезная оплошность. Скорее всего, давление у машиниста и его помощника были в норме. Немного смутило всех, что Эдуард Горчаков прибыл на работу в костюме при галстуке бабочки, как жених. С другой стороны, это ведь не запрещалось. Машинист вполне себе мог работать в таком наряде, кому что нравится. Первые опасения у помощника машиниста Александра Абдурахманова появились, когда Эдуард Горчаков не проверил тормоза состава, как того требовала инструкция. Последний только отмахнулся в ответ на замечание помощника. Кроме того, локомотив ВЛ-15018 с 58 вагонами шел со скоростиметром, в который не заправили ленту. Абдурахманов указал на это своему непосредственному начальнику, но Горчаков проигнорировал замечания. Были и другие мелкие нарушения. Когда поезд подходил к станции Куколь, то дежурная сообщила, что железнодорожный путь закрыт, потому что необходимо пропустить другой поезд. Горчаков сбросил скорость лишь на время, а потом состав опять стал разгоняться. Горчаков при этом отключил рацию. Абдурахманов понял, что машинист явно не в себе, однако помощник не решался что-либо делать, потому что был намного слабее Горчакова. Поезд мчался по железной дороге с огромной скоростью, около 100 км в час, и машинист не думал его останавливать. Нужно было что-то делать. Ответственные люди уже примерно понимали, что произошло. Мотивов машиниста они, конечно, не знали, но думали над тем, как исправить ситуацию, устранить проблему, исключить на железной дороге жертвы и разрушения. Тем временем внутри локомотива происходило что-то страшное. Горчаков увидел, что впереди красный сигнал, раскинул руки в стороны и вскричал: «Это глаза дьявола». Абдурахманов был в шоке. На перегонке между станциями Вали и Цвылева поезд удалось остановить. Железнодорожные пути обесточили. Поезд по инерции еще некоторое время летел быстро, но потом начал останавливаться. Окончательная остановка состава произошла в около 4 утра. К месту, где локомотив замер, прибыли полицейские на встречном локомотиве. Горчакова задержали и отправили на обследование к медикам. Врачи диагностировали у машиниста острый бредовый психоз с агрессивными тенденциями. Страшно представить, какими были бы последствия, если бы состав под управлением Горчакова нагнал бы на какой-то другой поезд. Крушение на железной дороге происходит относительно редко, но последствия зачастую довольно тяжелые. К счастью, все обошлось. Кстати, до Санкт-Петербурга оставалось всего-то 170 километров. За пару часов состав Горчакова долетел бы до Питера.